Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал «Коллекция рецептов». У каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт маринованных помидоров на зиму. Хочу предложить вам отличный рецепт заготовки помидоров под снегом, или как их еще называют, помидоры в снегу. Изюминка этого рецепта в его простоте. Несмотря на минимум ингредиентов и отсутствие уксуса, помидоры получаются просто вкуснятина. Итак, приступим. Сегодня буду закрывать 3 трехлитровые банки. В одну уложу розовые сливовидные и оранжевые помидоры, в другую круглые и в третью красные плотные сливки. Выкладываем помидоры в чистые сухие банки, стараясь максимально их заполнить, но сильно утрамбовывать не надо. В отличие от традиционных рецептов, где используются лист хрена, укроп, петрушка, листья смородины, вишни и так далее, для этой заготовки нам потребуется только чеснок, а также соль, сахар и лимонная кислота. Подготовленные банки заливаем крутым кипятком, а чтобы банки не лопнули, опустите в них чайную ложечку и лейте кипяток на нее. Накрываем банки крышками и оставляем в таком положении на 20-30 минут. А тем временем подготовим чеснок. Его необходимо очистить и измельчить. Сделать это можно любым удобным для вас способом. Прокрутить на мясорубке, измельчить в блендере, пропустить через чесночный пресс или, как в моем случае, натереть на мелкой терке. Чеснока в этом рецепте идет достаточно много. Из расчета на 3-литровую банку 1 головка. Недавно у меня на канале вышло видео «Приправа полтавская», где я показывала, как легко и просто почистить чеснок. Если не видели, рекомендую посмотреть. Ссылочку оставлю в описании. Вот сколько получилось чеснока. Визуально делим это количество на 3 части, примерно по полной столовой ложке с горкой на каждую банку. Через полчаса воду с банок необходимо слить. При желании подготовить маринад можно на этой же воде, засыпав туда соль, сахар и лимонную кислоту. Но я буду заливать с чайника и добавлю все необходимое прямо в банки. А пока вода закипает, в каждую баночку высыпаем по 1 столовой ложке с небольшой горкой соли, по 5 столовых ложек сахара и по 1 чайной ложке лимонной кислоты. Остается разложить чеснок. Выкладываем натертый чеснок прямо в банки. Любителям остренького в каждую банку можно добавить несколько кусочков острого перца. Заливаем баночки крутым кипятком, накрываем крышками и закатываем. Переворачиваем банку несколько раз до тех пор, пока соль, сахар и кислота полностью растворятся. В этот момент маринад помутнеет и станет белым. Пусть вас это не пугает, так и должно быть. После остывания и оседания чеснока он станет прозрачным. Баночки мы закатали. Переворачиваем их на крышку и обязательно укутываем до полного остывания. Спустя месяц помидоры как следует промаринуются и будут готовы к употреблению. Хранить эту заготовку желательно в прохладном месте, в погребе или подвале, но это не обязательно. Помидорчики получаются сладковато-пряные, слегка остренькие и очень вкусные. Нравятся всем, кто их пробовал. Рекомендую приготовить и желаю всем вкусных заготовок. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале в плейлисте «Заготовки и консервация» есть и другие вкусные рецепты на зиму. Посмотрите, если вам интересно. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.